бы сказал, гиперактивно. Мы построим наше общение двумя частями, с вашего позволения. Мы начнем в таком составе, вы уже знакомы. И я очень быстро расскажу, что произошло с тех времен, когда вы были на связи, и доктора зададут самые основные вопросы. И я так планирую 15-18 минут. А после этого мы с Менделом, с Антоном Эдельманом, с Евгением Эдельманом перейдем на английский язык и поговорим о нашем стратегическом плане, о том проекте, который мы хотели бы с вами обсудить, увидеть и почувствовать, как вы на это смотрите, и обсудить это. Сразу же после того, что мы общались с вами в тот раз, мы JMC, The Jewish Medical Center, это на сегодняшний момент без привлечения, он стал основным, наверное, не адвокатом, а продвигателем и популяризатором вашего протокола и вашей идеи в Украине и очень мощно в городе. Мы сняли видео-пресс-релиз, который потом сделали еще более обновленным, в котором заявили о данном протоколе детально и о его мега важности. Дальше. У нас было несколько очень серьезных обменов с городом, город Днепропетровск. Есть полное понимание. Я не могу объяснить, но произошли чудеса. Главная ставка, которую мы делаем, это на дальних рубежах встречать этого врага, как вы нам объяснили. Мы написали совместно с департаментом, это как Министерство здоровья, Healthcare Department, мы написали серьезное письмо на министра Healthcare Minister of Ukraine, в котором мы попросили дать нам разрешение на уровне Jewish Medical Center и на уровне города под нашу ответственность, под наблюдением врачей, начать работать по методике доктора Зеленко на дому. У нас есть очень хорошее еще одно достижение, это тоже большое чудо. После нашей с вами видеоконференции мы инициировали совместно с городом изменение закона Украины, который сейчас разрешает завозить, импортировать в Украину незарегистрированный гидроксихлороквин и хлороквин. Делать это, во-первых, завозить, во-вторых, он освобожден от taxation, то есть налогообложения, да. Это уже вступило в силу, мы ждем первую партию. Я не буду сейчас тратить время, мы очень много купили какого-то оборудования и так далее. Самое главное, мы постоянно учимся, набираем материалы, анализируем. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся, это постоянная атака, которой мы подвергаемся от самых разных людей, медицины, которые критикуют и нападают, и говорят о том, что это не доказано, и что это очень опасно, и что это очень токсично. Мы уже привыкли, мы этот удар приняли. И мы, на самом деле, вот здесь находится editorial committee, который анализирует весь интернет, и который мгновенно, как только мы получаем серьезные удары, мы сразу же изучаем источники, как, например, бразильский опыт, который было очень много манипуляций, спекуляций. Евгений Эдельман сразу анализирует источник, французский опыт и так далее, и мы даем опровержение, и это работает. Это занимает такой большой участок, который мы считаем очень важным. Я хотел вам сказать, вы сказали Бразилия, вы знаете, этот мир, он как-то все тут перепутано, и тут большие политические и drug company, pharmaceutical pressure против этого всего. Но я хочу вам сказать насчет Бразилии. Президент Бразилии, это он меня знает, и он 4 недели назад взял 3 или 4 больниц и клиники, и они начали пользовать мой протокол. И у меня есть это, они прошлую неделю делали published a paper, там, где у них унизилась смерть по 95%. Я хочу вам это послать. Пожалуйста. И это, я имею связи, я не знаю, как по-русски, ambassador Бразилии, и
И это я могу вам все послать. Они хотят даже мне дать большой приз. Мне это не нужно. Я просто вам говорю, что само государство пользует этот протокол, и у них отличные результаты. Это номер один. Номер два, во Франции, вы наверное, знаете, Didier Raoult, он сейчас недавно published где-то 2000 patients, тоже with a decrease in mortality 90%. И я выхожу в следующей неделе, Бог даст, с paper. Это будет где-то больше, чем 1000 пациентов. И тоже мы доказываем одинаковую вещь. Смерть по 95% унизилась. И все, что мы имеем, это what we have in common, то, что у нас все одинаково, это что мы лечим рано до больницы. Это самый главный подход. И это, смотрите, это в Бразилии, это во Франции, в Европе и в Америке. Это совсем люди, что не имеют никакие связи друг к другу, и мы нашли одинаковый результат. Так это важно. И вы знаете, что сейчас в Америке выходит много papers, показывают, что это лекарство не работает. И они правы. Но все эти papers, они на пациентов в больнице на вентилятор делают. И, конечно, там ничего не помогает. И потом они берут и говорят, что лекарство не работает. Это совсем неправда. И это они сделают чисто по политически и drug company reasons. И мы это воюем против этого. Но я просто вам говорю, что происходит здесь. Скажите, пожалуйста, спасибо огромное. Мы ждем эти материалы с нетерпением. Мы хотим и будем это делать. Как только появятся медикаменты, мы подготавливаем систему с большой аудиторией, особенно людей старшего возраста, high risk group. Мы будем на дому, на раннем, на дальних рубежах отрабатывать и идти вперед в этом направлении. Скажите, пожалуйста, у нас организована логистика, горячая линия, то есть чтобы человек, как только почувствует себя плохо, сразу позвонил, и сразу же медицинская команда включалась в работу. Над этим мы тоже работаем. Скажите, пожалуйста, ваше личное мнение, разница, потому что хайдроксиклороквина пока у нас нет, но мы получим клороквин-фосфейт. Мы знаем, что разная дозировка. Бытует мнение, что он намного более токсичен, чем хайдрокси. Первый вопрос. В случае самого серьезного уровня заболевания у вас было, что надо давать в первый день в 2 раза больше. Есть мнение, что в 2 раза больше надо давать хайдрокси, но если клороквин обычный, то нельзя давать в 2 раза больше, потому что 20 миллиграмм – это огромная доза. Скажите. Это 100% правильно. И надо быть осторожным с chloroquine. Ну, мы все волнуемся о QT interval, правильно? EKG problems of arrhythmias. Но я сейчас, и вы можете проверить, у вас есть electrophysiologist в Украине? Есть такая специальность? Конечно. Да. Так, надо их спросить, потому что здесь в Америке мне сказали, что риск на hydroxychloroquine иметь проблему, это 1 из 1000. Я не знаю, правда, на chloroquine, но я знаю на hydroxychloroquine. Надо узнать, какой настоящий риск они думают. Потому что это все risk versus benefit. Смотрите, это в сочетании с азитромицином. Скажите, пожалуйста, вы говорите в сочетании только с цинком или в сочетании с антибиотиком? Но вместе. Так, смотрите, и я знаю, в Таиланд и Филиппинах, я с государством Филиппин имею сейчас связь, у них mortality rate 15%. Так, если, я не знаю, какой у вас будет, Бог даст, будет низкий, но даже если мы будем говорить 10% mortality, надо посчитать, это риск, а какой бенефит. Я не знаю, сколько будет ваш электрофизиолог скажет, какой у вас риск на chloroquine, но мне кажется,
это будет, может, 1 из 500 или даже 1 из 250. Так даже это acceptable. It's an acceptable risk. Потому что если вы возьмете 250 пациентов, и один из них, не дай бог, будет иметь проблемы из-за лекарства, но из них 10% могут погибнуть, ну, умереть, это 25 пациентов. Вы понимаете? Так вы смотрите, опять, один человек, что может иметь, не дай бог, плохой experience с этим лекарством, вы можете спасти 25 пациентов. Так, да, я смотрю на такие вещи. Я смотрю на это как what's the greater good? What's the risk versus benefit analysis? Как вы считаете? Даже не 25 человек можно будет спасти, а из-за этих опасений это лечение не будет применяться, и огромное количество людей не получит этого лечения, поэтому погибнет гораздо больше, чем 25 человек. Именно 25 на 250. Каждый 250 будет заболевать, будет от лекарства умирать человек. Все правильно. Можно такой вопрос? Скажите, пожалуйста, не изменились ли ваши подходы и мнения в отношении профилактики у медработников? По статистике в Украине, к сожалению, чудо не произошло. Медработники – это самый поражаемый контингент. Как профилактику стоит ли применять? И какой протокол применения такого? Так я сейчас концентрирую на профилактику с моими пациентами. И я хочу вам что-то интересное сказать. Есть врач во Флориде, ревматолог, и у него было 800 пациентов, что он лечил на lupus и rheumatoid arthritis. Они все брали hydroxychloroquine. Ни один из них не получил инфекцию. Но это анекдотально, я не могу вам дать это data, но я вам скажу с моего experience, где-то 100 пациентов я дал профилактику. Опять профилактику я пользую hydroxychloroquine 200 мг, одну таблетку в день, 5 дней, а потом одну таблетку в неделю. И то же самое я пользую на zinc sulfate 220 мг, одну таблетку в день, 5 дней, и потом одну таблетку в неделю. И пока из этих 100 почти все даже не имеют инфекцию. Или если они имели инфекцию, у них симптомов не было. И сейчас мы начинаем, только в этой неделе у нас будет возможность проверять IgG antibodies на COVID. И мы будем сейчас делать анализ, кто и сколько людей из этих пациентов имеет antibodies или нет. Эту информацию, когда я буду иметь, я вам скажу. Но у нас здесь nursing homes, например, 20% пациентов умирают. Это пожилые люди, что в nursing home. И мы начали, я очень давлю на людей, что начать их профилактику делать, потому что они самые слабые. И то же самое, я не знаю, если вы заметили, но мне кажется, что the severity of the illness, как это сказать, чем хуже инфекция, чем больше человек имеет viral load или contact. Например, врачи, медсестры. У нас здесь в Америке очень много из них болеют и даже умирают. И потому что они имеют очень большую дозу этой инфекции. Мне кажется, что вот эти люди, мы должны брать профилактику и даже, может, больше дозу. Потому что, я не знаю точно, но мне кажется, что это имеет связь, сколько exposure есть. It seems to be exposure related. Насколько степени контактируют, чем больше, тем больше нужно уделить внимание. Еще имеют вопросы? 2 минуты. Да. Доктор Зеленко, подскажите, пожалуйста, мы знаем, что на 5-7 день резко возрастает уровень D-димера в крови, профилактика микро- и макротромбозов, назначение аспирина. Что вы можете сказать по этому поводу? Вы можете перевести на английском, пожалуйста? Я хочу точно понять вопрос. На 5-й день, на 5-й день увеличивается уровень D-димера в крови. On the 5th or 7th day of the disease, the level of D-dimer is growing in the blood. И дальше. Назначается ли аспирин или какие-то другие? In such case, do you prescribe aspirin or any other medications? Так, первое,
аспирин или любой non-steroidal NSAIDs, как ibuprofen, мы не пользуем с COVID, потому что есть информация, что это хуже делает. Но здесь в больницах сейчас начали давать как Eliquis, вы знаете, что это? Как Coumadin, но она, я не знаю, как по-русски сказать, но есть Xarelto, Eliquis, такие лекарства. И потому что мы находим здесь, очень много пациентов имеют инсульты, молодые даже, и pulmonary embolism. Как по-русски? В легких... Тромбоэмболия. Thromboembolism, да. Thromboembolism, right. In the lungs and strokes in the head. Так, но это те пациенты, что очень больные, попадают в больницу. В моем опыте, у меня сейчас было 1450 пациентов в моем офисе. Извините, одну секунду. Я потерял вас. Да-да. В моем офисе мы видели, у меня группа, 4 врачей, мы видели 1450 пациентов, что имели COVID-19. Из них мы только лечили 405, потому что это те были, что high risk. И из них было 2 человека, что умерло, и 4 человека, что были на respirator, на ventilator. И из этих они все уже extubated, они уже им лучше. Так из этих 1450 пациентов 405 были высокий риск, и только 2 умерли. И из них никто не имел тромбоз. Так мне кажется, все эти плохие вещи, что происходят от acute respiratory distress syndrome, cytokine storm, все эти renal failure, the thromboembolism, это все, когда инфекция уже out of control, и люди, им очень плохо, они должны быть в больнице. Я 100% уверен, что чем раньше мы лечим, все эти проблемы не происходят просто. Ваше мнение насчет плазмотерапии? Плазмотерапия. Помогает. Ну, помогает, да. И пользуют здесь Mount Sinai Hospital в Манхэттен. Они пользуют это, но они пользуют это на очень больных пациентов. Те, что ничего другого не помогает. И им помогает. Но это, я не знаю, у вас есть такая способность делать? В Киеве только, в Днепропетровске нет. Так вы понимаете, что это будет очень редко, и очень мало людей смогут получить от этого бенефит. Но это помогает. Да, этим Россия занимается сейчас активно. Хорошо, если еще один вопрос, и нам надо будет перейти к следующему. Мы посмотрим всего. Подскажите, пожалуйста, если это беременная, мы не можем назначить ни гидроксихлороквин, ни хлороквин? Ну, можно. Ну, можно, да. У нас оно считается... Я не знаю хлороквин, правда. Я могу только говорить на гидрокси. Я не имею опыта с хлороквин. Я могу посмотреть, но я буду только говорить о гидрокси. Что это называется класс B и считается safe. И azithromycin тоже класс B. Это safe. И зинк это элемент, это нет проблем. И у нас было интересное здесь study, что беременные женщины, где-то 500 из них, брали hydroxychloroquine против sexually transmitted diseases, против STD. И оно помогало даже здесь. Из этих 500 женщин никто не имел проблему от side effects of hydroxychloroquine. Так это лекарство не опасное для беременных женщин. Еще один вопрос. Применение хлороквина у детей. В какой дозировке это возможно и какие возрастные категории? Как вы думаете? Я не понял вопрос. Можете перевести? Can you use chloroquine among children? And if yes, in what dosages? I'm sorry, can you use chloroquine? Is that the question? With children? The answer is yes. It's weight related. Я вам могу послать эту информацию. Но я могу сказать, что детям почти 99,9% не нужно будет брать.
потому что эта инфекция не опасна для детей. Но иногда бывает больной ребенок, что имеет рак, не дай бог, или другие проблемы, и для них, может быть, это будет важно. Но это будет редко.